Привет, друзья! Сегодня у нас очень важная тема, связанная с ремонтом. Это шумоизоляция. Я считаю, что тема вообще не раскрыта. Очень мало информации по ней. И сегодня мы хотим подробно вам рассказать про шумоизоляцию на нашем флагманском объекте. Это большая квартира на Петровской косе, очень такого высокого премиум уровня. Здесь у заказчика было одним из главных требований сделать максимальную шумоизоляцию. И сегодня мы будем об этом рассказывать с нашим генподрядчиком, руководителем строительной фирмы Русланом. Да, всем здравствуйте, как сказал Саша, меня зовут Руслан, я руководитель строительной организации «Скарус». Мы на данном объекте выполняем монтаж шумоизоляции. Когда я начал готовиться к этому ролику, я написал вопрос нашим зрителям в моем телеграм-канале, связанном с дизайном, и на меня просто посыпались вопросы, то есть у меня огромный список вопросов. Это действительно очень больная тема оказалась, и сегодня параллельно с рассказом об этой квартире, о том, как здесь реализована максимальная такая правильная шумоизоляция, мы еще ответим на больные вопросы наших заказчиков, связанные с шумоизоляцией. Ну, давай начинать. Поехали. Руслан, давай как профессора, академики шумоизоляции, которые слышат сейчас шум, расскажем, какие вообще в принципе бывают типы шума. Давай вот по полочкам все разложим. 3 вида шума бывает. Это воздушный, ударный и структурный. Воздушный шум – это речь, там включенный телевизор, лай собак и разговоры внутри квартиры. Ударный шум – это когда падение предмета на пол, там, топот, ребенок упал, беготня детей, упал кто-то. И есть еще структурный шум. Это, допустим, работа перфоратора, удары в перекрытие или, например, лифт в лифтовой шахте, если квартира граничит с ней. Я могу просто обычные примеры, да, вот первое – это шум детей во дворе, потому что многие говорят, вот детская площадка у нас под окном, это ужасно, там, и не мешает мне спать. Второе – это когда просто постоянно что-то двигают, там, роняют, ребенок топает, вот то, что всех раздражает, я постоянно слышу эти жалобы. Ну и третье – это тоже частая проблема, когда квартира находится рядом с лифтом, и они говорят, эту стену обязательно шумоизолируем, потому что здесь лифт. Он постоянно будет ездить, шуметь, нам не нужно его слышать. Вот такие вот бытовые моменты, они вот делятся на 3 этих параметра. Ну да, самые встречающиеся это через розетку мы можем слышать разговоры даже соседей, либо там включенный телевизор, особенно если это громко. Поэтому от этих шумов нужно избавляться. Но нужно прекрасно понимать, что шум не проникает только со стороны стены. Все виды шумов, они по-разному попадают в квартиру. В основном все это идет через перекрытие. То есть мы не можем локально избавиться от всех шумов, заизолировав одну стенку. Потому что есть шумы, которые проникают по перекрытию, попадают в стенку, проходят, и вот по железобетонным конструкциям попадают уже к нам в квартиру. Поэтому грамотная шумоизоляция, это, как я называю, это помещение в помещении. То есть мы шумоизолируем пол, стены, потолок и отрезаемся полностью от всех вибрационных моментов, которые передаются вместе с шумом. У меня опыт по шумоизоляции только с окном. Дом Сталинка. Окна выходят на активную дорогу. Было окно деревянное с двойной рамой. С этим окном было тихо. Решил поменять окна на пластик, но это классическая история, так как деревянные сильно продувало зимой. Заказал окно с тройным стеклом, усиленная рама. Теперь шума в спальне больше. Специально замеряла шумомером. Вообще пожалела, что поменяла окно. Причина шума – это использование пены для монтажа пластикового окна. Пена не является звукоизолирующим материалом, поэтому через нее проходит звук, который вы слышите. Нужно использовать дополнительно шумоизоляционные материалы для окна, чтобы звук не проникал в помещение. История из детства наших подписчиков. В моем детстве мы с братом часто мучили соседку снизу шумом, даже когда тихо себя вели. Приходилось жаловаться родителям, что у нас гантели по полу катают. Но мы реально и стали гантели по полу катать. Вопрос совсем не ясен, его и нет. Мы тоже в детстве сталкивались с этой причиной. Часто соседка стучала в стояк по отоплению и передавала нам шум о том, что мы ей мешаем. Но здесь ответ может быть только один. Нужно сделать шумоизоляцию, закатать ее под стяжку, чтобы избежать вот этих шумов для соседей. Закатать стяжку Руслан имел в виду не соседку. Естественно, шумоизоляция. Давай начнем с шумоизоляции пола. Это частый очень вопрос от зрителей. Что делать? Я получил квартиру, там уже есть стяжка.
как правильно шумоизолировать. Вот расскажи, пожалуйста, что здесь происходило. В принципе, на данном объекте не было стяжки от застройщика, что редкость для Санкт-Петербурга, чаще это бывает в Москве. Мы избавились от старой инженерки, это трубы отопления, ГВС, ХВС. Все это мы отключили и начали укладывать выбранную нами шумоизоляцию. На данном объекте это премиум М1. Мы выложили первый слой шумоизоляции, такие специальные одеяла. На нее положили еще одну мембрану, и следующим третьим слоем это такие же одеяла, как в первом варианте, но с заходом уже на стену. После того, как мы выложили шумоизоляцию, мы начали укладывать трубы отопления, подвели к каждой точке, где будут у нас радиаторы, и ГВС, ХВС подвели к коллекторным узлам, развели там, где это необходимо. И, согласно технологиям, выполнили заливку полусухой стяжки. Я просто слышал, есть такое устойчивое выражение, не знаю, что гораздо дешевле сделать шумоизоляцию пола соседу, чем самому шумоизолировать потолок, что звук больше идет через пол, чем через потолок. Ну, действительно, что хорошо делать шумоизоляцию потолка сверху, да, то есть не потолка, да, а на перекрытие, там не надо выстраивать каркасы, крепить это к потолку. В принципе, укладывать на пол гораздо проще, чем крепить к потолку. Поэтому от какого-то шума, который проникает именно с плиты перекрытия, мы можем именно изолироваться таким образом. По крайней мере, там топот, вот удар о пол какой-то. От этих шумов можно избавиться именно таким образом. Ну, мы шумоизолировали, сделали шумоизоляционный пирог, залили все это стяжкой. Вопрос, как к этой стяжке теперь крепиться? Насколько это критично вообще? Прикручиваться к ней? Влияет ли это на шумоизоляцию? Я видел, вы везде подстилаете какую-то прокладку специальную. Да, это V100 называется она в техносонусе. Это специальная прокладка, которая крепится под направляющий профиль, разграничивая соприкосновение цемента, да, который у нас в стяжке, в целом со стяжкой, с каркасом перегородок. То есть они независимые получается, и не передается никакой шум из помещения в помещение таким вот образом. Вот. Здесь уже, помимо того, что у нас же сама стяжка отделена от граничащих перекрытий и монолитных изделий, теперь нам надо еще и избавиться от проникновения шума среди помещений. Это как раз-таки за счет вот этих демпферных лент. В целом про пол мы вам рассказали, но есть важные технические моменты, с которыми мы даже сами столкнулись на данном объекте. Мы демонтировали в определенный момент всю стяжку за свой счет, заново ее перезалили. А почему так получилось и как мы вышли из этой ситуации, мы вам расскажем как раз в отдельном ролике, где будет больше посвящено времени техническим нюансам. Делал шумку двух смежных соседями стен и потолка в одной из комнат плитами из оплат. Не знаю, что сыграло, но думаю, скорее то, что запенил стыки плит и зашумел розетку. Но соседей стало слышно меньше. Надеюсь, нас тоже. Но вообще проклял все, пока это делал. Делал один, стены и потолок кривые, и потом были мучения подготавливать поверхность под обои. Сейчас бы точно такой не подписался. Перед монтажом бескаркасной шумоизоляции нужно подготовить поверхность стены. То есть выровнять ее и все примыкания делать очень плотно друг к другу со стыками. А стыки все потом еще прогерметизировать специальным шумоизоляционным материалом. Изоплат, к сожалению, не является шумоизоляционным материалом, он, скорее всего, теплоизоляционный материал. Поэтому у вас и не получилось полноценно сделать шумоизоляцию. Лучше смотреть специальные материалы и использовать их, и просто читать на них технологическую составляющую монтажа и по ней выполнять данные работы. Делаем ремонт в Сталинке 1956 года. И вроде бы стены толстые, но из-за приличных отверстий в швах плит перекрытий прекрасно слышим лай шпица сверху. Это вот вообще классика. Топот 10-летней девочки, кашляющего соседа в смежной квартире и даже разговоры соседей. Решили делать шумоизоляцию. С звукоизоляцией стен вопросов нет. Но вот что делать с потолком, пока вопрос. По ряду причин пришлось выбрать натяжной потолок. Отверстия в швах заделали, но все равно слышно именно соседей сверху. Что посоветуете? Что сделать под натяжным потолком? В домах-сталинках очень низкая звукоизоляция перекрытий, поэтому необходимо использовать каркасную шумоизоляцию не ниже премиум. При этом обязательная проклейка мембраны, так как выполнена на этом объекте. Вся остальная шумоизоляция – это просто выкинутые деньги.
почему компании, занимающиеся звукоизоляцией, не проводят замеров до и после? Ну, точнее, ты сам можешь заказать вот эти замеры по строгим регламентам с использованием специфического оборудования, но цена для таких измерений заградительная. Но при этом в рекламных роликах активно используются тесты с обычной аудиоколонкой, ну вот эти, знаешь, маркетинговые приемчики, которые прячут коробку со звукоизоляцией. Менделеев писал: наука начинается с тех пор, как начинают измерять. Получается, звукоизоляция — это религия, то есть нет никаких вот объективных именно цифр, грубо говоря, измерений до и после. Чем больше за нее заплатил, тем сильнее вера, что она работает. В данном вопросе есть на самом деле и сам ответ. Мы на объекте используем только те материалы, которые уже проходили все эти тесты. Хорошие тесты можно провести в специальных лабораториях, в которых проводятся тесты на шумоизоляцию. Материалы, используемые на данном объекте, или вообще, в принципе, которые мы используем, уже проходили лабораторные испытания. Поэтому для чего тратить огромные деньги и делать испытания на объекте, когда используются материалы, которые уже прошли все испытания в лабораториях. После шумоизоляции пола мы переходим к шумоизоляции стен. У нас есть межкомнатные стены и наружные стены к соседям. Вот эта стена к соседям. Расскажи, пожалуйста, я вижу здесь много слоев, много деталей. Расскажи про каждую деталь шумоизоляции от соседей для начала. Опять же, выбран определенный пирог, выбрана определенная конфигурация. Она в среднем занимает 83,5 мм. Это вот такая вот мембрана, которая клеится на бетон, она разделяет как раз-таки от вибрационных всяких шумов, которые попадают в квартиру. И здесь есть вот такие вот виброподвесы специальные, которые сделаны вот с таким материалом, и подвес, он не передает вибрацию дальше на каркас металлический. Соответственно, дальше проклеиваются все профиля. В обратную сторону каркаса мы вставляем тоже минвату. Она акустическая, как раз таки она звукопоглощающая. И у нас есть еще воздушный зазор с обратной стороны, который тоже влияет на погашение шумов. Вообще, чем больше расстояние воздушное, тем тише будет в квартире. Есть очень понятная ассоциация сноуборда, вот я сюда приводил, что есть, например, куртка, она из очень крутой мембраны, там через нее не проходит влага, в нашем случае шум, но потом в этой куртке ты к ней пришиваешь молнию и делаешь в ней просто дырки. И по сути через эти отверстия проходит влага и шум и так далее. И таким слабым местом в стенах являются розетки. Потому что я знаю, что многие зашивают стены там специальными там гипсокартонами акустическими, делают подвесы, а потом просто дыряют эти стены, делают в них, соответственно, розетки, и это получается мостик шума, через который проходит шум. Вот здесь у нас мы от этого ушли. И расскажи, с помощью чего. Ну, совершенно верно ты говоришь. Нужно обязательно делать дополнительную шумоизоляцию, чтобы не было шумов. И когда проектируется дизайн-проект, да, надо учитывать в разных помещениях не стыковать розетки друг напротив друга, потому что иначе вот такие вот шумобоксы, которые устанавливаются, они с друг другом столкнутся и не хватит места просто для них. Расскажи, что такое шумобокс. Шумобокс — это вот такое вот изделие, оно монтируется в тело каркаса для того, чтобы провода, которые будут приходить, и подрозетник, через них не передавался шум. Провод заводится высверливанием отверстия, в него заводится, и потом герметизируется специальным звукоизоляционным силиконом. Вот так вот выглядит эта штука в разборе. То есть вот она собранная, вот так вот она в разборе выглядит, все это фрезеруется. Здесь стоит отметить то, что у производителей шумоизоляционных материалов в основном все сделано под стандарты. И в основном у них стандарты — это коммерческие помещения, бизнес-центры, какие-нибудь звукозаписывающие студии, кинотеатры и прочее. Все-таки квартира интерьера с интерьером, который подразумевается, для нее не все, к сожалению, есть. Вот такие вот шумобоксы, которые есть от производителя, мы вынуждены все-таки доделывать и доводить до ума, потому что нету, например, их по треке, которые в потолке будут, мы отдельно об этом еще расскажем. И мы просто сами делаем, выпиливаем эти изделия, формируем их и делаем больше глубиной. Ну, стандартных нету. Ну, я могу сказать, что просто чем отличается коммерция от частных интерьеров.
частных интерьерах мы стараемся, во-первых, все делать красиво, да, у нас нет такого размаха там вправо-влево, все равно в коммерции. Обратите внимание, что крутые там дизайнерские рестораны, они очень часто, очень просто исполнены, у них вообще другая задача. В крутом ресторане задача произвести вау-эффект. Какой-то яркий там дизайн, цвета, модерновые какие-то авангардные вещи. А в квартире самое важное, я считаю, это внимание к мелочам, к деталям, где все должно быть продумано до миллиметра, где мы экономим место, что у нас мы не можем одну розетку сделать там, другую здесь. То есть нужно все подгонять, все делать очень аккуратно. И вот так и происходит, что мы делаем все индивидуально, то есть под проект. По сути, мы изготавливаем эту квартиру, мы не просто не берем готовые вещи, мы ее изготавливаем. Хорошо сказано. Но действительно это так, потому что многие детали приходится додумывать, доделывать. Дотачивать, да. Дотачивать. Мы их параллельно согласовываем с инженерами, технологами, те, кто производит эти изделия, они постоянно у нас на поддержке, на связи. Мы какие-то узлы, которые у нас не сделаны, их проектируем либо сами и с ними согласовываем, насколько это будет правильно работать в рамках выбранной шумоизоляции, именно премиум М1, такой, как у нас. Давай в соседней комнате покажем, что было дальше с этой стеной. Как раз вот здесь собрана перегородка с каркасом межкомнатная, и видно, как зашита стена. Здесь сформированы наши шумобоксы, про которые мы ранее говорили. Здесь по глубине достаточно, потому что у нас здесь будет в зашивке 3 слоя, и нас глубина устраивает стандартных подрозетников. Мы их пока не переделывали на новые. Вот, и используем те, что есть стандартные от производителя. Но здесь мы увидим то, что я говорил ранее, что розетки в разную сторону не должны находиться друг за другом, иначе это увеличит расстояние толщины стены, точнее. Здесь вот как раз видно задник шумобокса, а здесь видно лицевую часть. После того, как мы сформировали, засунули сюда провода, загерметизировали их, начинается укладка минваты. Мы это уже видели на предыдущей стене. И потом идет зашивка в 2 слоя. При этом все узлы проклеиваются дополнительно герметиком акустическим. То есть шумоизоляционный силикон, простыми словами. И потом уже формируются слои акустического гипсокартона с мембранами. Здесь как раз таки видно сразу 2 слоя. Первый слой — это акустический гипсокартон с мембраной акустической. Каждый лист по торцу промазывается вот этим вот герметиком и стыкуется, чтобы не было проникновения шумов. Потом прикручивается еще 1 слой, тоже все будут швы промазаны акустическим слоем. А в местах, где розетки, будут высверлены отверстия, и за этими отверстиями мы увидим место для монтажа подрозетника, но за подрозетником тоже будет шумоизоляция из этого шумобокса, про который мы говорим. Они у нас все расположены, мы знаем их размеры, нам останется только высверлить в нужном месте, нужное отверстие, и данный узел будет полностью шумоизолирован. Ну, у меня остается последний вопрос по стенам. Что будет с ними дальше? Дальше мы клеим какой-то флизелин, штукатурим, шпатлюем. Как вообще идет технология дальше? Ну, дальше обычная малярная технология, смотря что заложено проектом. Либо мы стену готовим под покраску, либо под обои, либо клеим сюда. Ну, то есть, по сути, МДФ. шумоизоляционная подложка готова, а дальше уже можно делать что угодно. То есть такая скорлупа для квартиры. Совершенно верно. То есть мы получили помещение в помещении, условно говоря, и уже просто дальше ведем чистовую отделку по стандарту. По дизайн-проекту. По дизайн-проекту. Совершенно верно. Ну, здесь не вопрос, здесь, наверное, больше описание технологии и, может быть, твой комментарий послушаем. Муж так звукоизолировал свою спальню, что находиться там стало неприятно. Что там так тихо, что звенит в ушах. Пол сухая стяжка, плюс искусственный войлок, понижающий звукопередачу, название забыла. Стыки стен шума нет. Окна трехкамерные, плюс рама клееный брус. Потолок спецштукатурка, шумопонижающей присадкой, по словам прораба. Вот такая технология. Иногда такое встречается, что помещение переглушено. И данную акустическую проблему можно решить, повесив на стены какие-нибудь звукоотражающие предметы. Тем образом эта проблема уйдет. Мне кажется, очень хороший пример – это студия звукозаписи. Вот у нас Миша Ударник, на которой мы писали наши подкасты. И там же очень хорошая шумоизоляция сделана. Там все на этом построено. Но при этом там очень много войлока, ковров, тканей, которые как раз вот убавляют это звенящий.
поглощая эхо и так далее. Я думаю, что когда все зашумлено, это прям может звенеть, прям будет некомфортно. Ну, все правильно. Здесь, опять же, все исходим от задачи. Есть задача, когда мы устраняем шумоизоляцию внешне, которая нам приходит, а есть специальная шумоизоляция, которая поглощает звук. Так, например, в кинотеатрах, да, если мы подойдем к углу, в кинотеатре, где звук не должен отражаться, должен доходить до ушей именно тот звук из специальных колонок и усилителей из этих всех. И мы подойдем к углу, начнем что-то в него кричать, мы сами себя даже не услышим. Надо попробовать. Звук будет поглощаться просто. Попробуйте и напишите в комментариях. Действительно, это необычный такой эффект. Поэтому вопрос, какая задача? Ведь под каждую задачу определенная шумоизоляция. Для этого и проектируется, и вырабатываются технические решения. Вам нужно изолироваться от соседнего шума или вам нужно поглощать звук в помещении, в котором вы находитесь? Наши соседи учат юное дарование музыки. Дарований много. Нашего терпения осталось чуть-чуть. Воспитываем их с помощью хэви-металла, в свободное от нашего присутствия в квартире время. Помогает, но ненадолго. Ну, то есть соседи, там дети играют на пианино, они им включают хэви-метал. Вопрос. Шумка защищает соседей от нашего шума, а не наоборот. Миф это или правда? Я могу из своей практики пример просто привести. У меня часто заказчики говорили, когда это не мы от соседей прячемся, это мы их от нас бережем. Потому что мы любим, например, диджеить дома, и пусть они нас не слышат. Вот вопрос, кто от кого шумоизолируется? Стандартно шумоизоляция работает в обе стороны. И усиленная конструкция является шумоизолирующей в большой массе. Что такое понятие «большая масса», как раз-таки буду рассказывать в ролике, который будет посвящен техническим моментам по шумоизоляции. Однажды мы приехали на стройку поздно вечером, а сверху уже заехали соседи, и мы получили партию шока. Бегающие дети, будто стадо слонов, 3 лающие собаки и разговаривающие взрослые. Причем я понимала текст, о чем они говорят. Пришлось остановить стройку на месяц, снести звукоизоляцию, которую нам успели сделать строители. Нашли профкомпанию, которая занимается только звукоизоляцией. Потратили больше 1 миллиона на звукоизоляцию потолка во всей квартире, стен в спальне. Итог. Даже дрель из соседней квартиры слышно очень отдаленно. Лай, топот и разговоры не слышно совсем. Оно того стоит. Есть такой мем, знаешь, типа человек-перфоратор. Человек-сосед, точнее. Правильно сделали, что обратились в специальную профильную компанию, которая занимается данными работами, и вы получили того эффекта, который хотите. Ну, поставили задачу, обратились к профессионалу, получили результат. Шумоизоляция действительно очень дорогая, и если даже приводить пример данного объекта, вот метр квадратный вот этой вот мембраны стоит 4300 рублей. Это еще в прошлом году до повышения цен. Сейчас цены повысились, я, к сожалению, не помню просто точно. Если кому-то интересно, напишите в комментариях, я вам дам точные расценки материалов. Но вот такой вот пример, что метр квадратный, 4300, умножайте на площадь стен и потолков. Ну да, типа качественная шумоизоляция, это точно не про бюджетный ремонт. Совершенно верно. Вот, ну то есть можно делать бюджетно, но, соответственно, как бы и шумоизоляция тоже будет немножко другого уровня. Ну, если простым языком вот сказать, да, подискутировать немножко на эту тему, люди, любящие тишину, чаще уезжают на природу, и там, по цене квартиры, которую сделать с шумоизоляцией, можно и дом построить. Ну так-то. И у вас не будет там шумных соседей, если выбрать определенную локацию еще с участком, вы будете в тишине всегда. Но есть люди, которым неприемлемо жить за городом, им удобно в городе, и они могут себе это позволить, они приобретают шумоизоляцию, тем самым вкладываются в свой комфорт. У меня был реально случай, вот элитный дом, там на свое время Монблан в районе Филянского, и мы получаем объект, который будем делать, приезжаем на замеры, и там вся квартира шумоизолирована на 20 сантиметров, вот в круг, и обита вагонкой. То есть это выглядело как баня, и там нам сказали, что хозяин квартиры, он какой-то был тоже какой-то человек из Сибири, который очень любит тишину и вагонку. Вот, и выглядело как баня в элитном доме. Это было очень странно, мы все это снесли и сделали по-другому. Ну вот, человек хотел тишины. Хотите, я вам расскажу, как сэкономить на шумоизоляции? Наш дизайнер Александр выбрал самый дешевый способ.
Как можно сделать шумоизоляцию потолка, когда сделана вся чистовая отделка? Я думаю, что это такой частый вопрос. Предполагается натяжной потолок. В квартире слышно, как собака сверху коцает когтями по ламинату, я думаю. Под натяжной потолок можно смонтировать бескаркасную шумоизоляцию и потом заново вернуть на место натяжной потолок. Главное, чтобы хватало расстояния над натяжным потолком. Чистовая отделка, получается, не препятствует такому решению. Ну и третья составляющая – это потолок. Что мы делаем там? Какой у нас пирог? В целом пирог на потолке такой же, как и зашивка от несущих стен. Это каркас, минвата, вибрационные подвесы. Есть нюанс как раз-таки по шумобоксам на треках. На треке нам придется, как я и говорил, изготавливать эти шумобоксы, потому что таких в природе не существует у производителя. И мы будем по той же технологии только делать сами длинные шумобоксы, которые будем крепить уже в каркас потолка. А также будем крепить там, где у нас идет по периметру теневая подсветка профиля, их тоже будем отдельно шумоизолировать за потолком. В целом пирог по потолку такой же, как и по стене, все то же самое. Я помню, что у нас каждый светильник, каждая точка, она в том же шумобоксе. Да. Нужно учесть, что мы не просто его притыкаем как розетку, грубо говоря, вот впритык. Там должен быть воздух, иначе все лампы идут с блоками питания, они могут там задыхаться, им нужно определенное расстояние. То есть это все нужно уточнять у вашей светотехнической компании, у поставщика светильников. Мы все это очень много проговаривали, мы просили технички, просили задания, чтобы все это потом не умерло просто у нас там за потолком. Совершенно верно. Должен быть определенный воздушный зазор, чтобы это все не перегорало, да, и, собственно говоря, долго существовало. Также момент важности, что даже у производителей есть для точных светильников шумобоксы, они как раз таки такие большие, глубокие, вот, они подойдут нам для точных светильников, ну а для периметральной подсветки и для трекового освещения мы будем изготавливать сами. Ну, потому что в этой квартире мы столкнулись с огромной проблемой. Здесь потолок всего лишь 3 метра. Ну, казалось бы, 3 метра для многих это высокий потолок, но если у тебя и вентиляция, и шумоизоляция, и технический свет, и все это вместе, то 3 метров очень мало. То есть в идеале, конечно, иметь 3,50 хотя бы. Ну, да, в идеале так и нужно, чем выше потолки. Поэтому мы за каждый сантиметр боролись, по сути. Я бы сказал, за каждый миллиметр. Да, да. Ну, просто вот такая ситуация, да, ты покупаешь дорогущую квартиру, но она очень много стоит, и в итоге получаешь низкий потолок. Ну, это просто смешно, да, поэтому, конечно, мы боролись за каждый сантиметр. Разрабатывали приоритеты, что высокий потолок нужен в жилых комнатах где-то постоянно, да. В маленьких узких комнатах, колодцах можно сделать и пониже там. Ну, то есть это все нужно проговаривать с вашим дизайнером, со строителями, с инженерами. То есть у нас постоянно здесь происходят планерки, и мы все это прорабатываем. Ну, давай вернемся к шумоизоляции. Значит, сначала мы делаем, грубо говоря, верхнюю шумоизоляцию от плиты, потом мы прокладываем инженерные сети, вентиляцию, все эти истории, и потом еще раз подшиваем. Ну, мы избавляемся от определенных шумов за счет вот этой мембраны. И дальше, да, крепим все инженерные узлы, потом выстраиваем каркасы на вибрах-подвесах, как и рассказывали на стене. Выстраиваем короба, закладываем акустическую минвату, в профиля ее вставляем, формируем уже потом подшивку и вырезаем уже подсветильники конкретно в тех местах, где у нас уже готова шумоизоляция. Ну, еще я помню, у нас история с теневым примыканием потолка. Что там тоже нужно проклеивать, опять же. То же самое, что с теневым плинтусом. У нас здесь теневые плинтуса и теневые плинтуса на потолке, примыкания. И это все тоже, по сути, мостик звука. И, разрыв, по сути, в акустическом материале. Его также нужно проклеивать, насколько я помню. Его нужно проклеивать, и для этого мы как раз-таки там, где у нас теневые профиля, добавили дополнительный лист гипсокартона, чтобы у нас была полностью сделана шумоизоляция, а потом уже декоративный элемент шел. Точно так же на потолке. По периметру будет декоративный элемент идти, а вокруг декоративного элемента как раз-таки сделаны специальные короба, как шумобоксы, именно для разделения и урезания проникновения шума. Ну, я думаю, опять же, мы осветили наверное, все уже, да, по шумке. То есть мы пол обсудили, стены и потолок, а уже какие-то технические моменты, детали, вот это все занудство, которое влияет полностью на вашу шумоизоляцию, это уже к Руслану, к отдельному ролику.
Да, снимем специально для вас отдельный ролик, где мы посвятим все время на ответы на ваши вопросы и пробежимся по техническим характеристикам, связанным с изделиями, с шумоизоляцией, что это такое, сколько децибел, какой материал сколько поглощает шума, для чего он предназначен, какие виды шумов бывают. В общем, немножечко подраскроем темы энциклопедии. Как сейчас обстоят дела на рынке проектирования шумоизоляции? Насколько мне известно, специалистов мало, все руководствуются текущими техрешениями производителей. Действительно и правильно подмечено, что специалистов очень мало. И стандартные решения, вот если не подходят, их нужно дорабатывать. Как в нашем случае дорабатываем их мы. Есть определенные инженеры в компаниях, которые продают звукоизоляционные материалы. Какие-то отдельные решения мы что-то продумываем совместно, но в любом случае все индивидуальные решения с ними согласовываются, как делается это у нас. На данном объекте таких узлов немного, мы про них уже в ролике рассказывали. И самый интересный момент, который может возникнуть, если у вас совсем нестандартное решение, вам нужно просто искать проектировщика, отдельно нанимая его, проектировать нестандартное решение, а под стандартные задачи использовать стандартное решение материала. Как определить баланс, ну это, наверное, главный вопрос, как определить баланс необходимой шумоизоляции? Пироги разные и могут съедать ощутимую часть пространства и бюджета. Вот как выбрать пирог? Ну, пирог выбираем, как и пирог. Хотим мы по вкусу яблочный или черничный. Либо нам хватает на какой-то там дорогой пирог с дорогими добавками. Здесь все просто, надо отталкиваться от бюджета, от возможностей помещения. Если вы взаимодействуете с дизайнером, вы смотрите по планировке, сколько у вас есть места для увеличения стен. Подбираете стандартные варианты шумоизоляции. В принципе, они во всех техничках того же Техносунуса, в котором материалом мы работаем на данном объекте, у них есть все пироги, и можно приехать к ним в офис, посмотреть прям готовые собранные изделия, то есть разрезы всех шумоизоляций и подобрать под себя, какой вам больше подойдет. Ну, мне кажется, надо начать с того, что ты просто пишешь ТЗ. Я хочу, чтобы здесь было тихо, я не хочу слышать собак, я не хочу, чтобы меня слышали. Это первое, да, ну, потому что у всех разные требования к шумоизоляции, мы это уже много раз сегодня проговаривали. И второе, это определиться с бюджетом. Ну, хотя бы примерно, что бюджет — это всегда больная тема, никто не может сказать четко, прям до рубля там и так далее. Но понимание все равно есть. Там вот ковер за 100 тысяч я готов, ковер за миллион я не готов. Вот то же самое с шумоизоляцией. И сопоставить это, и проконсультироваться. И тогда уже какие-то принимать решения. Ну, добавить нечего. На самом деле, Александр, как специалист, работающий по интерьеру, по наполнению, с первым, что, я так понимаю, вы сталкиваетесь, вы задаете вопрос клиенту, какой бюджет, полностью на стройку. И уже от этого бюджета идет дробление, да, на что нам хватает. На мебель хватает на такую-то, там, такого-то класса. Стройку берем, делаем вот такую-то. И уже там в деталях просто надо понимать, какой есть бюджет, и какие задачи стоят. Дальше можно бюджет всей стройки там нивелировать. Что-то, например, там не закупить, не поставить. Там, сплю на матрасе, зато тихо. К примеру, да. Или сплю на шикарной кровати итальянской, но слышу собаку, и мне это успокаивает. Ну, нечего добавить, правда. Все зависит от бюджетов, пожеланий и возможностей, также и временных, наверное, да, на более глобальную шумоизоляцию, больше времени нужно, денежных средств. Все от запроса отталкиваемся, а дальше уже постепенно хватает, не хватает, могу, не могу, готово, не готово. Вот. Друзья, я думаю, что мы осветили все, что связано вот базово, так поверхностно с шумоизоляцией. Уже углубленная тема будет в отдельном ролике у Руслана, и поэтому обязательно пишите ваши вопросы. Это очень важно, чтобы получать обратную связь, чтобы мы смогли снять ролик, который будет отвечать на ваши вопросы. И, конечно же, переходите во все наши социальные сети. Там очень много всего для вашего вдохновения. И, конечно же, заказывайте дизайн-проекты в нашей дизайн-студии. Друзья, подписывайтесь, ставьте лайки, пишите ваши комментарии. Нам всегда приятно с вами вести двухсторонний диалог. Вы с нами, мы с вами. Всегда приятно читать ваши комментарии.